Добрый день, дорогие гости и подписчики канала Растюхи.ком. Меня зовут Наталья. Мой сад находится в Украине, недалеко от Одессы. В декабре у меня на канале вышло видео о магонии средней, или как ее еще называют, магония японской, которая только начала цвести в декабре. И она, кстати, благодаря теплой зиме цветет до сих пор, а уже у нас середина февраля. Конечно, уже большая часть цветов осыпалась, но еще до сих пор есть соцветия. То есть цветет она все 3 зимних месяца, если позволяет погода. Хочу продолжить тему зимнецветущих кустарников, и в сегодняшнем видео я познакомлю вас с еще одним кустарником, который цветет зимой. Это жасмин голоцветковый. Его еще называют жасмин голоцветный или зимний. Это растение действительно относится к роду жасминов, а не так, как садовый жасмин-чубушник просто именуется в народе жасмином за белые и ароматные цветы. Жасмин голоцветковый – это настоящий жасмин, и он меняет наше представление о том, что жасмины обязательно цветут белыми цветами и обладают сильным ароматом. Этот жасмин цветет желтыми цветочками, которые абсолютно не пахнут, конечно, к большому сожалению. Однако этот недостаток сполна компенсируется видом яркого золотого цветения на фоне снега и предвкушения весны. Обычно в моем климате жасмин голоцветковый зацветает в конце февраля, а в случае мягкой зимы он может цвести всю зиму, начиная с декабря. Этот жасмин в дикой природе встречается только в Китае, а уже оттуда был завезен в Европу в середине XIX века. Китайцы называют жасмин голоцветковый инчунь, что означает «цветок, приветствующий весну». Латинское название Jasminum nidiflorum дано за то, что цветы появляются на голых побегах до распускания листвы, поэтому голоцветковый. В 1984 году зимний жасмин получил награду Королевского садоводческого общества Великобритании за заслуги перед садом. Это растение часто путают с форзицией, увидев его где-то в парке или на природе, потому что раннецветущий желтый кустарник у нас сразу ассоциируется именно с форзицией. Хотя этот жасмин и форзиция принадлежат к одному семейству маслиновые, но жасмин зацветает первым. Эти два растения легко отличить по строению цветка и форме кустарника. Уже в октябре у голоцветкового жасмина видны цветочные почки. Цветы закладываются на молодых зеленых побегах. Посмотрите также, какие у него интересные тройчатые листочки. После первых заморозков жасмин сбрасывает листья, и остаются голые побеги с бутонами. Побеги имеют четырехгранное строение. Молодые побеги у него так и уходят в зиму зелеными, и создается впечатление, что растение вечно зеленое. И пока нет цветения, жасмин также очень декоративно выглядит на фоне снега, как застрявший в сугробе паучок. Вот так он выглядит в декабре. Если всю зиму, начиная с декабря, стоит по-настоящему зимняя морозная погода, то в таком виде голоцветковый жасмин стоит до момента потепления, когда дневные температуры достигнут где-то плюс 10, а ночью будет 0 или незначительный минус. И тогда он начнет цвести. В нашем регионе это примерно конец февраля. Но в последние годы у нас такая настоящая стабильная зима отсутствует. Часто еще декабрь бывает очень теплым. Например, вот этот последний декабрь был аномально теплым, было до плюс 10. И в таком случае жасмин начинает открывать бутоны уже в декабре. Посмотрите, какие у него даже красивые сами бутоны, желтые с красными кончиками. И когда открывается цветок, у него с обратной стороны вот такие красные пятнышки. Потом в декабре у нас были морозы до минус 8, и цветение остановилось, то есть успели открыться только единичные цветочки. Затем снова пришло тепло, у нас в этом году на Новый год было плюс 10, и к середине января жасмин снова стал открывать отдельные цветы. А с 20 января началось полноценное цветение. То есть в этом году на месяц раньше, чем обычно. Вообще, я не люблю, когда он зацветает рано, потому что если закрытые бутоны выдерживают наши зимние морозы без повреждений, то сами цветы и набухшие бутоны выдерживают всего -2, -3 мороза.
Но уже при -6 они выглядят вот так, как сейчас на видео. Получается, что чем больше цветов открылось перед морозами, тем больше пропадает. Когда мой жасмин был маленьким, в несколько веточек, цветов было мало, меня это очень огорчало, потому что цветение пропадало полностью. Однако теперь куст стал большим, цветов на нем открывается очень много, и потеря некоторых это уже не так катастрофично. Какие-то цветы бьет мороз, но затем, когда морозы проходят, снова продолжается цветение из сохранившихся бутонов. Вот, например, посмотрите, как после предыдущих кадров с испорченными морозом цветами жасмин выглядит спустя 2 недели. В обычном режиме пик его цветения приходится на март. И как раз он кормит уже проснувшихся пчелок, потому что в это время еще мало что цветет. Зимостойкость самому кусту дают в разных источниках совершенно разную, от -12 до -23. Все-таки большинство питомников сходятся на -23, это 6-я климатическая зона. Но один польский сайт обещал даже -27. У меня в саду самая низкая температура при его жизни была -19. Если вы будете держать его в такой форме, как у меня, и у вас зимой стабильный снежный покров, то, я думаю, под снегом он сможет выдержать более низкие температуры, чем -23. Еще его можно укрыть на зиму, опять же, если держать в небольшом размере. Жасмин голоцветковый абсолютно неприхотливое растение, идеально подходящее для концепции малоуходного сада. Почва ему подойдет любая, хорошо, если будет плодородная, но он не требователен к этому. У меня он посажен просто в мой садовый грунт в чернозем. Больше ему подходит нейтральный или слабощелочной грунт. Конечно, как и большинство растений, он не любит переувлажнения в тяжелой почве, особенно в зимнее время. Он может расти и на полном солнце, и в полутени, и даже в тени, без потери цветения. У меня он растет в тени грецкого ореха. Однако весной, когда он цветет, орех еще не распускает листья, и здесь светло. Это растение достаточно засухоустойчивое, у меня в тени поливается гораздо реже в сравнении с остальными растениями. Никогда его ничем не удобряла. Цветение зимнего жасмина продолжается очень долго, прерываясь на заморозки. В условиях обычной среднестатистической нормальной зимы, если брать за начало цветения конец февраля, то, как я уже говорила, пик цветения приходится на март, а вот так жасмин выглядит в 20-х числах апреля. Есть еще отдельные цветы, но большинство уже опало. И начинают набухать ростовые почки, из которых развернутся новые побеги. Примерно через 3 недели уже частично развернулись молодые побеги. Так выглядит кустик к середине мая. И даже еще есть пару цветочков. У него очень интересная жизненная форма, можно сказать, что он и кустарник, и лиана, и почвопокровный кустарник. И это дает возможность по-разному использовать этот жасмин в ландшафте. Дело в том, что у него отрастают длинные изогнутые ампельные побеги. Приросты он дает внушительные. За сезон молодой побег может вытянуться до метра и более. Молодые побеги очень гибкие, и их можно поднимать на опору. Сам по себе жасмин не вьется, не цепляется за опоры, у него нет никаких приспособлений, чтобы взбираться по горизонтальным поверхностям. Но принудительно можно поднимать побеги и подвязывать к шпалерам, закреплять проволокой на стенах и так далее. Для примера можно сравнить его с плетистой розой. Таким образом, голоцветковый жасмин можно формировать вертикально, и он может достигнуть 3 или даже 5 метров в высоту, если выводить побеги. Но этот вариант, конечно, годится только для южных регионов, для 7-й зоны, где жасмин будет зимовать без укрытия. Отрастая, побеги ложатся на землю, быстро укореняются и дают жизнь новому растению. Этим способом его очень легко размножить. У себя на родине в Китае жасмин голоцветковый растет в форме раскидистых изогнутых зарослей вдоль скалистых оврагов. Можно сказать, что он будет довольно агрессивно разрастаться, если вы не будете контролировать длину побегов. Часто этот кустарник высаживают на подпорных стенках, склонах, и его побеги красиво свисают вниз. Можно из него сформировать живую изгородь, но расстояние между растениями рекомендуют выдерживать около 1,5 или даже 2 метров, если вы не будете их ежегодно обрезать. Голоцветковый жасмин растет у меня уже 7 лет. Обрезкой я поддерживаю его в одном и том же размере. Сейчас он у меня в высоту около 40 см и в диаметре примерно 1,20 м.
но он может быть гораздо большего размера. Я специально формирую из него невысокий холмик, а все побеги по периметру куста срезаю на высоте 10-15 см от земли и не даю им ложиться на землю. У этого жасмина очень высокая побегообразовательная способность. По крайней мере, на моем черноземе он очень интенсивно нарастает. Но, насколько я понимаю, что это в принципе для него характерно. Побеги растут хаотично в разные стороны, вверх, вниз, перекрещиваются, изгибаются в разные стороны. По характеру роста побегов я бы его сравнила с кустовым барбарисом. И если не прореживать куст каждый год, получится клубок из веток, к которому уже страшно подходить для обрезки. Поэтому единственный агротехнический прием, который необходимо обязательно проводить, это обрезка. Формировать его можно в любое время года, цветение все равно будет, потому что цветет он по всей длине побегов, и то, что останется у вас после обрезки, то и будет цвести. Каких-то строгих правил нет, просто вырезайте все, что кажется вам лишним, загущающим куст, растущим не туда, больным. Регулярная обрезка заставляет кустик хорошо ветвиться. Цветет жасмин на зеленых молодых побегах, и чем больше их будет, тем обильнее будет цветение. Старые побеги одревесневают, они не дают цветов и менее декоративны, чем зеленые. Один раз в 6-7 лет рекомендуют проводить жасмину омолаживающую очень низкую обрезку старых одревесневших побегов. И я планирую в этом году провести такую обрезку. За 7 лет, что у меня растет жасмин голоцветковый, он ни разу не болел, и вредителей я на нем никогда не замечала. Если позволяет ваш климат, обязательно посадите зимний жасмин в своем саду, и его цветение скрасит зимние дни, привнесет яркость и сделает зимний сад более интересным. Спасибо за внимание. Заходите на мой сайт растюхи.ком, и пусть ваши растюхи растут и радуют вас.